Английская роза с конфетой внутри – идеальный вариант для создания букетов из конфет своими руками. Такие букеты дарят счастье, становятся необычными подарками и сюрпризами для наших родных и близких. И здорово, когда такие подарки мы можем сделать сами своими собственными руками. Именно такой цветок английской розы я предлагаю сегодня сделать из гофрированной бумаги на этом мастер-классе. Роза сегодня будет не просто из гофрированной бумаги, а с конфетой внутри. Как ее делать, смотрите в этом мастер-классе. Обязательно ставьте лайки, буду благодарна вам за отзывы, которые вы мне пишете под этим мастер-классом. И делитесь этим видео со своими друзьями, пусть они тоже делают английскую розу из гофрированной бумаги вместе с вами. Для того, чтобы сделать такой цветок из конфет, я беру гофрированную бумагу производства Италия, номер 562 и номер 556. Цветок я сделаю сегодня своими руками из голубой гофрированной бумаги. Конфету я выбирала такого цвета, чтобы он прекрасно подходил под цвет моего цветочка. Так как цветок у меня голубого цвета, и конфету я взяла с голубым хвостиком. Диаметр самой конфеты у меня 3 см, а высота 3,5 примерно 3 на 3 см. Вот такая у меня конфетка с хвостиком. Из инструментов я беру ножницы, термопистолет и вот такую деревянную шпажку для сборки самого цветка. Теперь я беру гофрированную бумагу голубого цвета, разворачиваю ее и отмеряю полоску, равную 7 см. Отрезаю такую полосочку и далее из этой полоски отмеряю заготовки лепестков шириной 3 см. Именно такой ширины будут мои лепестки для цветочка. Высота заготовки 7 см и ширина 3 см. Таких заготовок для того, чтобы сделать цветок из конфет, я делаю 12 штук. Именно 12 лепестков мне понадобится для того, чтобы сделать такой цветок с конфетой. Поэтому я снова беру гофрированную бумагу и нарезаю нужное количество лепестков. Я беру заготовку лепестка, складываю ее пополам, снизу примерно на 1/3 отрезаю лишний уголочек, сверху закругляю. Получается такая заготовка, теперь растягиваю ее посередине, сверху примерно 1 см я не трогаю. Снизу я тоже не дотягиваю, примерно 1 см, а всю остальную часть этого лепестка я растягиваю, создавая такую округлую форму. Именно такой округлый лепесток у меня должен получиться. Это такой ключевой момент в этом цветке. Именно от того, получится у вас такой лепесточек или нет, зависит, какой цветок у вас получится. Получится округлый цветок или нет. Секрет этого цветка, секрет этой английской розы из гофрированной бумаги именно в том, как качественно вы сделаете лепестки. Далее каждый лепесточек я обрезаю, придавая им нужную форму. И после этого каждый из них растягиваю. Смотрите, какие красивые округлые лепестки у меня получились. Теперь мне нужно сделать еще 6 лепестков 7 на 4 см. Поэтому я снова беру голубую гофрированную бумагу и вырезаю из нее такие заготовки. Вот такой лепесток размером 7 на 4 см у меня получается. Теперь этот лепесток я складываю пополам, снизу убираю лишний уголочек, сверху закругляю. Получается такая заготовочка, растягиваю ее посередине, придавая точно такую же форму, как с предыдущими 12 лепестками. Но следующим этапом я беру шпажку, и этой шпажкой по краям, по верхнему самому краю, в тех местах, где мы его закругляли, я начинаю его закручивать на эту шпажку. У меня получается вот такой округлый лепесток с закрученными краями сверху. Это будут внешние лепестки для моего цветка. И каждому из 6 лепестков я придаю вот такую форму. Итак, все 6 лепестков у меня готовы, осталось сделать листики. А для этого я беру зеленую гофрированную бумагу и вырезаю из нее заготовку 6 на 8 сантиметров. Из этой заготовки я и вырезаю чашелистики для моего цветка. Верхушки чашелистика я немножко подкручиваю между пальцами, чтобы они приобрели немножко хаотичный вид. Каждый из этих чашелистиков немножко растягиваю, чтобы они лучше огибали цветочек. И вот такая заготовка у меня получается. Именно этой заготовочкой, именно такими чашелистиками я буду оборачивать уже готовый цветок. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно с вами сделать сам цветочек. Но для того, чтобы было возможно обернуть цветок, надо его собрать. И для этого я склеиваю 2 лепестка друг с другом.
У нас создается такой двойной лепесток, именно в него я сейчас и буду заворачивать конфетку. Хвостик прячу в сторону самой конфеты, вставляю эту конфету в заготовку из 2 лепестков, по низу лепестков я наношу термоклей, внутрь вставляю шпажку и заворачиваю основание цветочка на эту шпажку. Держу так какое-то время, чтобы клей успел зафиксироваться. После этого беру 3-й лепесточек и нахлестом между 2 этими лепестками я закрываю 3-м лепестком. У меня получается вот такой бутон с конфетой. Это середина нашего цветка, и она будет состоять из 3 таких лепестков. Теперь формирую 2-й ряд лепестков. Для этого мне нужно будет 4 лепестка. Первый из них беру, наношу на него термоклей и приклеиваю к цветочку. Рядом с ним нахлестом приклеиваю 2-й, потом 3-й и потом 4-й. И у меня получается 2-й круг лепестков. Приклеиваю их достаточно объемно, так чтобы между лепестками первого круга и второго оставалось расстояние и пространство. Благодаря этому наш цветок с конфетами будет более объемный и более воздушный. После этого формирую следующий круг лепестков. Он у меня будет состоять из 5 лепесточков. Для этого также по низу на лепестки наношу термоклей и приклеиваю их нахлестом друг на друга, равномерно распределяя по 3-му кругу. И сейчас вот такой эффектный цветочек получается. Если хочется сделать некоторые цветы английской розы поменьше по размеру, не полностью раскрытые, то на этом этапе можно остановиться. Это получается полураскрытый цветок английской розы с конфетой внутри. Я же делаю полностью раскрытый цветок, и сейчас следующим этапом мне нужно сделать 4-й ряд лепестков с теми лепестками, которые мы делали для внешнего круга. Они у нас закрученные сверху, и они создадут эффект раскрытого цветка. Их мне нужно будет 6 штук для внешнего круга. Приклеиваю их также нахлестом, формируя равномерное распределение каждого лепестка вокруг самого цветка. Сам процесс очень увлекательный, очень интересный, поэтому если вы любите делать цветы своими руками, обязательно присоединяйтесь к этому мастер-классу и делайте цветок из конфет, цветок английской розы с конфетой вместе со мной. И обязательно присылайте мне ваши фотографии в группе ВКонтакте, делитесь фотографиями друг с другом, комментируйте фотографии друг друга. Думаю, будет очень интересно получить отзыв от других рукодельниц, поэтому обязательно выкладывайте ваши фотографии по ссылке, которую вы сейчас видите внизу. А у нас получается вот такой эффектный цветочек. Теперь сделаем ему чашелистики, и наш цветок будет готов. Приклеиваются чашелистики очень легко. Беру ту заготовку, которую я уже приготовила, по низу наношу термоклей и приклеиваю ее вокруг цветочка. Важно, чтобы чашелистики распределились равномерно по цветочку. Теперь каждый чашелистик я немножко подкручиваю пальцами, так, чтобы они огибали сам цветок. Далее беру полоску гофрированной бумаги зеленого цвета, шириной примерно 1 см, и приклеиваю эту полоску на плодоножку под самим цветочком, формируя красивую зеленую ножку самого цветка. И у нас получается вот такой эффектный, роскошный цветок английской розы с конфетой внутри. Делайте этот цветок вместе со мной. Буду очень рада, если этот мастер-класс вам понравился. Ставьте лайки, если это действительно так. Делитесь этим мастер-классом со своими друзьями. Уверена, вашим подругам тоже будет интересно сделать цветы из конфет своими руками. На этом мой мастер-класс подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Встретимся в следующих мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Всем пока-пока!